Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание словам, которые тянут вашу жизнь, ваш дом, нищету. Поэтому прямо сейчас прослушайте это видео от начала до конца, запомните эти слова, поймите, проанализируйте и удалите из своей головы эти слова. И вообще перестаньте когда-либо произносить их, потому что каждое слово, сказанное каждым из нас, имеет свою силу, имеет свою определенную энергетику, и одни из них способны притягивать действительно положительные энергии, приятные события, какие-то счастливые моменты, а вот другие слова, которые имеют негативную энергетику, способны не только привлечь неприятности, проблемы во всех сферах нашей жизни, проблемы со здоровьем, но и разрушить то, что у данного человека есть на данном этапе жизни. Даже одно и то же слово, сказанное, но с разной силой, настроением, эмоциями, может в этот момент излучать разную энергетику. Не нужно забывать, что мы сами притягиваем в свою жизнь то, о чем мы думаем, то, что мы произносим. Ведь в этот момент мы отправляем энергетический посыл, который способен привлечь в нашу жизнь те или иные изменения. Словом, можно жизнь человека сделать лучше, привлечь в нее счастье, удачу, благополучие, деньги. Человек может найти свою истинную любовь и сделать крепкими семейные отношения, а можно сделать хуже, чем есть в данный момент. Тем самым привлечь неудачи, беды, проблемы и так далее. И вы знаете, есть слова, которые будут программировать вас на болезни. Например, такая фраза, которую очень часто мы с вами ее произносим. Эти проблемы мне мозг съели. Вы знаете, эта фраза, казалось бы, привлекает сильные головные боли. И если вы слишком часто ее употребляете, то таким образом и сильные проблемы с головой появляются у данного человека. Или другая фраза, которую люди также любят очень часто произносить: «надоели до тошноты». Это также будет привлекать проблемы, но уже, обращаем ваше внимание, с пищеварительной системой, от которых будет очень непросто избавиться. Или другая фраза: «глаза бы мои на тебя не смотрели». Когда вы говорите эту фразу, то у вас могут возникать проблемы со зрением. И если вы один раз произнесли и ничего не заметили, то обращаем ваше внимание, если вы постоянно произносите ту или иную фразу, то проблемы со зрением вам со временем обеспечены. Поэтому важно думать перед тем, как что-либо из таких вот необдуманных и, казалось бы, на первый взгляд бы безобидных фраз произносить вслух. Но вы должны понимать, что с помощью слов вы сами можете выставить и сильную энергетическую защиту, отбить любые негативные помыслы ваших врагов, ваших недоброжелателей. Также вы можете защититься даже от сглаза, от порчи, если знать, конечно, как правильно это сделать, а также отправить человеку сильный негативный посыл. Вы должны понимать, что слово можно использовать во благо себе, а можно использовать во вред. Это зависит от вибраций, которые данное слово создает в данный момент. Поэтому очень важно следить за всеми словами, которые находятся в вашем обиходе, ведь от этого зависит, что наполнит вашу жизнь. Потому что большинство людей, к сожалению, не задумываются над тем, какие слова говорят. Часто сквернословят, а потом жалеются, что не могут ничего достичь в своей жизни и привлечь в свою жизнь то, чего им действительно хочется. Но поэтому нужно постоянно пополнять свой словарный запас, изучать новые слова, а слова, которые несут в себе негатив, заменять на те, которые будут притягивать только светлые энергии. Поэтому слова, они способны менять и укреплять ваше энергетическое поле. С помощью слов можно создать энергию самопрограммирования. Но здесь очень важно, чтобы вы начали контролировать слова и свою речь. Хотя это очень, кстати, непросто.
Но как только вы научитесь это делать, вы сразу увидите, как ваша жизнь повернется в нужное для вас русло, наполнится позитивом, и у вас обязательно все будет хорошо в жизни. Поэтому для того, чтобы начать менять свою речь и научиться использовать правильно слова, нужно проделать такое простое действие. Итак, проснитесь утром, зажгите 2 свечи и установите их перед собой. И внимательно на протяжении минуты сначала посмотрите на пламя левой свечи, затем на пламя правой свечи. И проделайте 3 раза. Затем сконцентрируйтесь, закройте глаза и, не задумываясь над смыслом, сформируйте минимум 3 предложения, которыми первыми в этот момент придут в вашу голову. После запишите их и постарайтесь, расшифровав каждое слово, поделить эти слова на хорошую и на плохую энергетику. Если вы видите, что больше правильных слов, созидательных слов, значит, вы движетесь в нужном направлении. Но если многие из ваших слов, к сожалению, пропитаны негативом, то срочно начинайте их менять, иначе вы можете упустить нужный момент, и изменить что-либо, к сожалению, будет практически невозможно. В ваших словах ни в коем случае не должно быть частицы «не» или «нет». Вы должны быть уверены в том, что вы сможете со всем справиться. Если на данном этапе чего-то нет в вашей жизни, нужно говорить, что это временно, и что дальше все обязательно будет. Просто нужно немного времени для этого. Не употребляйте также слова ругательства, слова, которые отправляют другому человеку негативный посыл. Те же проклёны. Не забывайте, что мы притягиваем обратно все то, что мы излучаем. И чем больше хорошего и приятного мы с вами будем произносить, тем больше этого очень быстро появится в нашей жизни. Также в вашем лексиконе ни в коем случае не должно быть слова, которое несет в себе разрушительную энергию, которое притягивает нищету, а также всевозможные проблемы. А многие из нас, не зная, употребляют их даже по несколько раз в день, а затем жалеются о сильных денежных проблемах и изменениях в жизни не в лучшую сторону. Итак, давайте начнем со слова, такое слово как «тратить», а также исходные от этого слова «потратить», «истратить», «утратить». Это означает, что все, что есть в вашей жизни, может уйти от вас, и на это место придет пустота. Когда вы говорите «потратить деньги», это означает, что вы их уже растратили и обратно просто не ожидаете. Поэтому здесь нужно говорить следующие слова: «сделала покупку». Это означает, что вы не констатируете, что вы потратили деньги, а вы говорите, что вы сделали покупку, и в результате вы получите эту сумму обратно. Не забывайте, что деньги нужно тратить с удовольствием, получать от этого нужные для вас эмоции. Не жалейте их для себя и будьте в этот момент самым счастливым человеком, правильно отпуская деньги, и вы тогда в большем количестве получите их обратно и быстро. Денежной энергией нужно уметь управлять, и тогда у вас обязательно все будет хорошо. Далее слово «тратить». Вы еще можете подобрать альтернативу словами, которые будут нести совсем другой посыл, который благоприятно скажется на вас. Например, «вложить». Это будет означать, что вы сейчас вложили денежную энергию, а она вырастет и вернется к вам в большем количестве. Приобрести. Вы сейчас приобрели то, что вам нужно, но при этом вы ничего не потеряли. Вы чувствуете разницу? Научитесь использовать слова себе во благо, и с их помощью со временем вы научитесь корректировать все моменты в своей жизни, которые на данном этапе вас не устраивают. Вы должны понимать, что каждое слово имеет свою энергетику и, переплетаясь с вашей, обретает еще большую силу, которая будет помогать вам в нужные для вас моменты. Наполняйте свою голову
правильными мыслями. Стремитесь постоянно к большему и большему. Изначально это будет не очень легко, но в результате у вас обязательно все получится в жизни. Очень важно уметь наполнить свою жизнь не только физическим благополучием, но и материальным. А это поможет вам развиваться в любом направлении, в котором вы только пожелаете. Поэтому изучайте постоянно что-то новое, придерживайтесь, пожалуйста, всех правил, не останавливайтесь никогда на достигнутом. Только так вы будете наполнять свою жизнь хорошими событиями и получать от нее все то, что вы пожелаете. Поэтому научитесь слова, которые вы используете в своей жизни, перепрограммировать на созидание, на приумножение, на рост, на прибыль. Это очень важно. А когда вы говорите те слова, которые несут негатив, разрушение, то вы изначально на энергетическом уровне создаете вот эту энергетику разрушения. И она постепенно, не сразу приходит в ваш материальный мир, в вашу вселенную, где и происходят определенные проблемы. Поэтому, друзья, чтобы таких не было моментов, следите за своими словами. Если вы обращали на многих людей, то они никогда не говорят быстро, они всегда говорят медленно, даже если они знают наперед вопрос и ответ на этот вопрос. Но они никогда не позволяют себе говорить быстро, потому что они понимают, что таким образом, когда они говорят, они отправляют определенные вибрации в космос, во Вселенную, и это к ним возвращается. Вы должны понимать, что многие люди, которые достигли чего-то в жизни, они к этому пришли. Да, они пришли к этому не сразу, но вы, имея такую информацию, такие советы, рекомендации, обязательно прямо сейчас должны это начать использовать в своей жизни. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно прямо сейчас подписывайтесь на наш канал. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. Также, друзья, обязательно ставьте лайк. Поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно. И смотрите, друзья, там очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.